Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собраны лучшие холодильники по мнению покупателей. В топ попали модели из всех сегментов цен, от 20 до 95 тысяч рублей, а также разного типа. 1-, 2- и 3-камерные, с нижним и боковым расположением морозильной камеры, отдельно стоящие и встраиваемые. Холодильники различаются оснащением, системами охлаждения, мощностью замораживания и организацией внутреннего пространства. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начну с лучших бюджетных холодильников. Каждая модель по-своему хороша, но все же я расставил их по местам. И третье место в этом разделе занимает Саратов 451. Это однокамерный холодильник, который подойдет для небольшой кухни или для дачи, в том числе из-за своих небольших габаритов и узкого корпуса. Его ширина всего 48 см. В верхней части камеры находится небольшое низкотемпературное отделение объемом 15 литров. В холодильном отделении объемом 144 литра находятся 3 полки из прочного пластика, которые можно переставлять по высоте, и широкий пластиковый ящик для овощей и фруктов. На дверце навешаны 4 прозрачные полки. У верхней есть крышка, у нижней увеличенный ограничитель. Холодильная камера размораживается капельным способом, а низкотемпературное отделение потребуется размораживать вручную. Несмотря на бюджетную категорию этой модели, производитель вынес регулятор для выбора мощности работы на лицевую панель над дверью. Для изменения режима не нужно открывать дверь и выпускать холодный воздух. На втором месте стоит Бирюса 6. Это еще один однокамерный холодильник, вошедший в рейтинг, который пользуется популярностью у покупателей в этой категории. Он невысокий, имеет достаточно стандартные габариты и надежное исполнение. Особое внимание производитель уделил прочной верхней крышке. Она позволяет устанавливать на холодильник какую-то бытовую технику или приборы, ведь верхняя крышка способна выдержать вес до 30 кг. Холодильник отличной вместимости. Полезный объем камеры 233 литра. Здесь расположены 3 стеклянные полки, которые можно переставлять по высоте, и 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов в нижней части. На дверце навешаны 4 пластиковые полки барьера. Низкотемпературное отделение у модели также предусмотрено. Его объем 47 литров, но, как и в других однокамерных холодильниках, оно не предназначено для глубокой заморозки. Температура в нем не опускается ниже 12 градусов. Размораживать холодильник необходимо вручную. У производителя есть недорогой двухкамерный холодильник Snow Frost Бирюса 880 NF. Его покупатели оценили как оптимальный по соотношению цена-качество. Производитель в целом радует невысокими ценами. Например, холодильник Side-by-Side Бирюса SBS 587i является самым доступным в категории, хоть он и уступает аналогам, например, отсутствием зоны свежести и каких-то специальных опций для продления срока хранения продуктов. Ну и первое место среди бюджетников занимает Pozis RK101. Это небольшой по высоте компактный двухкамерный холодильник с нижним расположением морозилки. Его можно приобрести в разных цветах – белом, серебристом, бежевом, графитовом, рубиновом, черном. Модель обладает достаточно вместительными камерами – 170 литров холодильная и 80 литров морозильная. В холодильном отделении установлены 2 ящика для овощей и фруктов и 3 полки. Они выполнены из удара прочного стекла и способны выдержать вес до 40 кг. На дверце есть 3 полки. Одна из них закрывается пластиковой крышкой, а нижняя оборудована высоким ограничителем. Хочется выделить еще яркое освещение камеры, которая представлена длинным потолочным светильником. В морозильном отделении находится 2 выдвижных ящика. Мощность заморозки достаточная с учетом объема 4 кг в сутки. При отключении электроэнергии температура в камере не падает ниже допустимой в течение 13 часов. Теперь перейдем к лучшим холодильникам по соотношению цена-качество. Тут я собрал двухкамерные холодильники, которые выделяются функциональностью, вместимостью и, самое главное, качественно собраны. Четвертое место в этом разделе занимает Atlant XM 4625-101. Много удобных элементов. Выдвижной контейнер, подставка для бутылок, поддон и дверные полки в морозилке. Это высокий двухкамерный холодильник от белорусского производителя, который славится надежной сборкой и качественными комплектующими. Хочется упомянуть, что у этого производителя самый большой ассортимент двухкомпрессорных холодильников, в которых камеры могут работать независимо друг от друга. И, что важно, ценник у них вполне приятный – порядка 40 тысяч рублей. Одна из самых популярных двухкомпрессорных моделей – Atlant XM 6025-031. Она выделяется высокой мощностью замораживания – 15 кг в сутки.
Возвращаясь к участнику нашего рейтинга, отмечу хорошую вместимость камер. Холодильная на 205 литров и морозильная на 159 литров. В холодильном отделении расположены 3 полки, которые можно переставлять по высоте, зона свежести, Super Fresh Box объемом 19 литров и большое отделение для хранения овощей и фруктов Green Box. В нем есть передвижной разграничитель, с помощью которого можно организовать раздельное хранение овощей и фруктов. Еще у этой модели есть масса удобных элементов. Это лоток для яиц, пластиковая масленка, подставка для хранения бутылок в горизонтальном положении и выдвижной подвесной контейнер Pullbox для хранения продуктов без смешивания запахов. В морозильном отделении расположены 3 выдвижных ящика и узкий поддон для замораживания пельменей и мелких продуктов. А на двери есть 2 узкие полки Slim Space, удобная для хранения коробок пиццы и других продуктов. Мощность замораживания у модели 7,2 кг в сутки. Размораживание выполняется вручную. Третье место занимает Candy CCRN 6200S. Это вместительный двухкамерный холодильник. Его холодильное отделение имеет объем 264 литра, а морозильное 106 литров. В холодильной камере находится 5 переставляемых по высоте полок и широкий ящик для овощей и фруктов. На дверце навешаны 3 полки. В морозильной камере расположены 3 выдвижных ящика. Мощность замораживания у этой модели невысокая, до 5 кг в сутки. Но при отключении электроэнергии температура в камере не повысится выше критической в течение 10 часов. Панель управления для выбора режима работы находится внутри холодильного отделения. Выбрать точную температуру для каждой камеры здесь нельзя, но можно указать интенсивность охлаждения от единицы до 4. Также она наделена режимом суперзаморозки для быстрого замораживания новой партии продуктов. В общем, это надежный и достаточно типовой по оснащению холодильник. Но есть у него и особенность – это возможность подключения к приложению. В нем можно контролировать работу холодильника и получать сведения при появлении неисправностей. На второй строчке стоит Haier C2 F637 CWRG. Этот холодильник наделен многопоточной системой охлаждения Multiflow и турмалиновым антибактериальным модулем, который обеспечивает ионизацию и обеззараживание воздуха. Поэтому в камере нет неприятных запахов, а продукты хранятся дольше. Вместимость модели достаточно внушительная. 278 литров холодильная камера и 108 морозильная. Отдельно стоит отметить внутреннее оснащение, а именно наличие нулевой зоны свежести в холодильной камере, съемной винтовой металлической полочки и складную полку, которая позволяет размещать даже очень крупногабаритные продукты или емкости. Еще есть 3 полки и широкий ящик для овощей и фруктов с передвижным разграничителем. В морозильной камере расположены 4 ящика разных габаритов. Хочется отметить и высокую мощность замораживания – до 12 кг в сутки, что на порядок выше, чем у моделей аналогичных габаритов. У холодильника есть специальные режимы работы – суперзаморозка, суперохлаждение и отпуск. На первом месте стоит Beko B3 RCNK 402HX. Это лучший двухкамерный холодильник с ценником до 40 тысяч рублей. Оснащен системой охлаждения No Frost Dual Cooling, которая обеспечивает раздельное охлаждение камер, чтобы запахи в них не смешивались. Вместительность модели 257 литров холодильная камера и 100 литров морозильная. Теперь об особенностях внутреннего обустройства. В холодильном отделении есть 4 полки. Хромированная винная полка, зона свежести, в которой поддерживается температура порядка 0,3 градусов, что оптимально для хранения свежего мяса и рыбы, а также зона свежести для хранения овощей и фруктов. Она наделена уникальной технологией Harvest Fresh. Это трехцветная подсветка, цвет которой меняется в течение суток для воссоздания естественного природного цикла. Это служит для длительного сохранения в овощах и фруктах витаминов. В морозильном отделении находится 3 выдвижных ящика, один из которых увеличенного размера. Плюс есть поддон для замораживания пельменей. Мощность замораживания достаточно высокая – 6 кг в сутки. И, что важно, в морозилке может поддерживаться оптимальная температура до 21 часа при незапланированном отключении электричества. Из специальных режимов у модели есть суперзаморозка и отпуск. С учетом вполне допустимого ценника, хорошего оснащения и удобного внутреннего обустройства, включая нулевую зону свежести и зону Harvest Fresh, этот холодильник стал лучшим по цене-качеству. Для тех, кто искал сайд-бай-сайд холодильник, я отобрал пару достойных моделей. Начну с Haier HRF 535DM7RU. Этот холодильник выделяется оснащением и большими габаритами. У него энергоэффективный инверторный компрессор и система охлаждения Multi Airflow, которая обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков по всей камере и точное поддержание температуры. Как и все сайд-бай-сайд холодильники, модель обладает большой вместимостью.
У нее холодильная камера объемом 337 литров и морозильная на 167 литров. В каждой камере расположено по 4 полки и по 2 ящика. Для каждой камеры есть по 3 навесные полки. Особенностью этого холодильника выступает наличие блока Fresh Turbo, который создает ультрафиолетовое излучение в холодильном отделении и сдерживает развитие бактерий, плесени и неприятных запахов. В обеих камерах есть подсветка, которая представлена широким потолочным светильником. Мощность замораживания у этой модели высокая – 10 кг в сутки. Сенсорная панель управления с дисплеем вынесена на наружную часть двери. Здесь можно выбирать температуру для каждой камеры и специальный режим работы – супер заморозка, супер охлаждение, отпуск. Панель управления можно заблокировать от случайного изменения настроек. Несколько другим набором режимов и еще одной уникальной особенностью порадует Hyundai CE6073FV. Это еще один сайд-бай-сайд холодильник, но он выделяется еще и трехкамерной конструкцией. У него очень вместительное отделение – 223 литра морозильная и 329 холодильные камеры. Нижняя холодная камера, в которой расположены 2 ящика и 1 полка, выделяется тем, что у нее предусмотрено 3 режима работы. Первый – это охлаждение, служит для кратковременного замораживания продуктов без глубокой заморозки. Второй – свежесть, при котором в камере поддерживается температура близкая к нулю. И третий – зелень, которая оптимально подходит для хранения овощей и фруктов. На двери этого отделения есть 2 полки. В верхней холодильной камере расположены 3 полки и 1 ящик, а также 3 дверные полки. В морозильной камере установлено 5 полок и 2 ящика, а на двери находится 4 полки. Сенсорная панель управления с цифровой индикацией температур в камерах вынесена на наружную поверхность двери. Здесь можно задать температуру для холодильной и морозильной камеры, выбрать режим для универсального отделения и включить режим супер охлаждения или супер заморозки. Еще одна удобная функция – это режим Smart. Он предусматривает автоматическую установку оптимальной температуры во всех камерах. Минус 18 для морозилки, плюс 2 для нулевой камеры и плюс 4 для холодильной. Панель управления можно блокировать, чтобы избежать случайного изменения настроек. Если дверь не закрыта, об этом напомнит звуковая сигнализация. Ну а для тех, кто искал встраиваемые холодильники, представляю Curtin KSI 17780 CVNF. Это единственный в рейтинге встраиваемый холодильник. Он наделен динамической системой SuperCool для равномерной и постоянной циркуляции воздуха, что препятствует образованию инея на стенках. А благодаря технологии No Frost размораживать морозильное отделение не требуется. Холодильник оборудован камерой для охлаждения объемом 180 литров и морозильной на 63 литра. Внутреннее обустройство весьма продуманное. Помимо 4 стеклянных полок, которые можно переставлять по высоте, есть еще и винная полка для компактного хранения бутылок и ящик Chris Box. Благодаря своеобразной конструкции в нем повышается уровень влажности, что способствует более длительному хранению овощей и фруктов. На двери расположены 4 полки. Есть особенности в обустройстве и морозильной камеры. В ней расположены 2 ящика разных габаритов и выдвижная полка Sliding Tray. Она подойдет для замораживания мелких продуктов и предоставляет быстрый доступ, например, к мороженому. Мощность замораживания у этой модели невысокая, но достаточная с учетом вместимости – 3,5 кг в сутки. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.